Приветствую, друзья! После того, как компания Shanlink обновила всю старшую линейку аудиоплееров, дело дошло и до бюджетного M0, в который установили целых два актуальных конвертера от ESS, Bluetooth подняли до версии 5.0. Чуть возросла емкость батареи, заметно так увеличилась выходная мощность. Теперь это не 80, а целых 236 милливатт на 32 Ома нагрузки. Но тут есть нюанс. Столько можно получить исключительно, если задействовать плеер по балансу при помощи фирменного переходника. Да, наш малыш наконец-то стал балансным. И это главная победа в столь небольшом форм-факторе. Еще он умеет работать как ЦАП с телефоном или компьютером и сам выступать в роли цифрового источника к ЦАПу. То есть прокачали плеер, как говорится, на полную катушку. О нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел аппарат в яркой картонной коробке с логотипами Hi-Res Audio и Audio Wireless сертификации, а также перечнем основных характеристик. В комплект нам положили набор документации, одну пленочку на экран и обычный Type-C кабель для зарядки и соединения с компьютером в качестве USB ЦАПа. Чехольчик из кожзаменителя я приобретал отдельно, как и переходник с балансного 3,5 на Pentagon 4,4 мм. Сразу рекомендую докинуть их в корзину или же будете, как и я, ждать их потом с AliExpress. Выглядит аппарат, на мой взгляд, просто потрясающе. Весь закругленный, металлический, со специальными выемками для хвата и уже наклеенной с завода пленочкой на 1,5-дюймовый сенсорный экран. Довольно яркий, кстати, и отзывчивый. Верхняя часть тут, конечно же, сделана из пластика, но то и понятно, так как металл изолирует Bluetooth антенну. Снизу имеем слот для карт памяти до 2 терабайт, многофункциональный Type-C порт и совмещенный балансный выход на наушники. Фишка его в том, что без специального переходника он работает как обычный джек 3,5 мм с выходной мощностью до 90 милливатт на 32 Ома нагрузки, а вот с переходником это уже балансный выход на все 236 милливатт. Минус в том, что переходник надо покупать отдельно, но он того точно стоит. Слева ничего интересного нет, а справа находится тоже многофункциональный регулятор уровня. По умолчанию его зажатие включает плеер, а одиночный щелчок включает и отключает экран. Но это еще не все. В системном меню можно установить реакцию на двойной и тройной клик по данной клавише. Я на 2 щелчка настроил паузу, а на 3 переход на следующую композицию. Пользоваться аппаратом удобно, все отлично подогнано. При долгой работе он незначительно нагревается, а в паузах я слышу абсолютную тишину. В плане вариантов использования девайс можно задействовать как обычный плеер с 2 выходами, как полноценный USB ЦАП с поддержкой ASIO интерфейса для ПК, как мобильный ЦАП, например, для смартфона или приставки, как источник цифрового сигнала для другого ЦАПа, как источник сигнала для Bluetooth наушников или же как приемник для смартфона посредством фирменной системы SyncLink, доступной в плеере Edict. То есть умеет аппарат вообще все, что только может уметь современный аудиоплеер. За одним исключением: тут нет Wi-Fi, а следовательно и встроенных стриминговых сервисов. Для этой цели его придется использовать со смартфоном по Bluetooth, ну или же по кабелю. То есть тоже можно, но не напрямую. По железу мы имеем проверенный временем процессор Nginx X1000, неназванный Bluetooth чип 5-й версии, операционную систему M-Touch OS, основанную на Linux, и те самые два чипа-конвертера ESS и ES9219C. Декодирование MKA плеер не поддерживает, зато для PC мы имеем разрешение до 32 бит, 384 кГц и нативный DSD 128. Не самый жир, конечно, но вполне себе достойно. А усилителей для наушников тоже никакой информации нет, но имеющихся здесь 90 милливатт на небалансном выходе хватит для подавляющего большинства как внутриканальных, так и полноразмерных наушников. А если говорить о мощности по балансу, то ее уже достаточно и для тугих высокоумов, и даже для чего-то магнитопланарного. Но помните, чем выше нагрузка, тем на меньшее время хватит аккумулятора. Так, для небалансного использования можно ориентироваться на 12-14 часов, а для балансного на 8-10 часов. Впрочем, заряжается батарея довольно шустро, так что можно не экономить. Еще одним плюсом отмечу наличие здесь кодеков LDAC и aptX для Bluetooth, причем первый может быть использован в обе стороны. Это плюсом к стандартным уже ASI и SBC.
Софт здесь простой и наглядный. На главном экране можно перейти к текущей композиции, медиатеке по артистам, альбомам, плейлистам, жанрам и формату файлов, непосредственно в файловый менеджер, а также настройки воспроизведения и системные настройки. Свайп снизу вверх дает нам доступ к яркости, управлению воспроизведением, Bluetooth и порядку следования композиций. Кроме того, удержание пальца на любой части экрана автоматически перебрасывает нас на основной экран. В системном меню нас ждет обновление медиатеки, настройки Bluetooth, включение функции SyncLink, яркости, время отключения экрана, время сна и режим работы USB. Именно тут выбираем, как плеер будет реагировать на подключение к ПК или смартфону, или же на подключение чего-то к нему. Тут же находится установка времени, включение экрана блокировки, ограничение громкости, действия для двойного и тройного нажатия колесика, пара настроек DSD, переключение выхода на линейный, вдруг вам понадобится, инверсия громкости, если вам крутить удобнее в другую сторону, несколько предустановленных тем, язык, сброс на заводские настройки и, конечно же, обновление прошивки. Текущая у меня версия это 1.2. Меню воспроизведения чуток покороче. Здесь мы опять же находим настройки громкости, gapless, эквалайзер, последовательность воспроизведения, тип усиления, низкий или высокий, replay gain, один из двух цифровых фильтров, баланс каналов, режим шафла и переход через папки. На основном экране воспроизведения находится обложка во весь экран, режим повтора, переход в настройки и изменение скорости воспроизведения. Старая уже фишка, которую иногда прямо ищут в современных девайсах. Вот тут она есть и прекрасно работает. Пока только на ускорение, но может допилят. Замеры я проводил 24 бита 96 кГц в балансном и обычном режиме на ACP и Ванда Космос, где в обоих случаях мы видим прекрасную кривую АЧХ с допустимым отклонением в четверть дБ на 20 кГц, шумовую полку на уровне минус 150 дБ и отличный динамический диапазон. При этом небалансный выход, как и положено, имеет более высокое взаимопроникновение каналов и искажения. Так, интермодуляционные на 4,4 мм составляют минус 114 дБ, а на 3,5 мм минус 105 дБ. В то время как гармонические на балансе дают минус 110 дБ, а на 3,5 мм минус 100 дБ, что в процентном соотношении составляет 45 стотысячных против 154 стотысячных процента. Это чуть-чуть выше заявленных значений, но не критично. В любом случае результаты прекрасные, технически аппарат превосходен. В плане подачи сразу хочу выразить свое искреннее восхищение. Настолько прозрачного, детального и очень музыкального звучания в бюджетном сегменте я еще не встречал. При этом M0 Pro легко раскачал планарные наушники Tengzhou, что вообще-то от подобного малыша мало кто ожидает. А тут, друзья, полнейший восторг. Грешным делом я даже сравнил звучание Героя Обзора со своей стационарной связкой SAPA SMSL DO200 MK2 и усилителя HO200. Но тут оказалось без революции, стационар мгновенно расставил все по своим местам. Однако сам факт, что я сравнивал бюджетный плеер с вполне себе серьезной стационарной связкой, уже говорит о многом. Звучит плеер для своей цены просто фантастически. Впрочем, это касается исключительно балансного выхода. На джеке 3,5 мм все было предсказуемо мягко и вальяжно, хотя и не менее музыкально. Низкие частоты здесь упругие, хорошо очерченные, немного даже обволакивающие. Серединка по аналогу сочная, очень выразительная, с подчеркнутой прорисовкой нюансов и невероятной певучестью. Shanling точно знают толк в музыкальности, умело совмещая ее с достойным разрешением и прекрасными атаками. На высоких аппарат ожидаемо акцента не делает, однако подробно передает все отзвуки, перкуссионные хвосты и их переплетения. На слух это напоминает винил или мастер-ленту при всех плюшках современных технологий, за что, как говорится, Shanling и любим. Радует же то, что наконец-то все это им удалось впихнуть и в бюджетный сегмент, пусть и посредством переходников. С обычного 3,5 мм выхода, еще раз подчеркну, звучание тоже нормальное, но далеко не столь впечатляющее. Говоря откровенно, я вообще считаю, что после выхода M0 Pro под сомнение попадает по
покупка куда более дорогого M3X от данного же производителя и уж тем более Tempotec V6. Да, там Android, больше экран, выше мощности, есть поддержка стриминговых сервисов, но если говорить о звуке, герой обзора им ничуть не уступает. Превосходное разрешение, прекрасная передача эмоциональной составляющей трека, прозрачность, собранность, глубина, объем. Тут есть вообще все, что только можно пожелать за его цену. Я буквально залипал на каждую композицию, подключая к нему самые крутые и требовательные наушники, что только нашлись в моей коллекции. В том числе, конечно, планары и довольно тугие полноразмеры. От дорогой стационарной связки, если кому интересно, звучание M0 Pro отличает лишь более брутальный характер подачи и лучше выраженный переход от микро к макроконтрасту. А это абсолютная победа в своей категории. Меня же здесь больше всего подкупила та самая кристальная чистота в совокупности с просто потрясающей мелодикой. Так, на мой взгляд, из китайцев умеют только Shanling и Aston Kern. Из стилистики выбирайте все, что угодно. Аппарат прекрасно раскроет как сложные оркестровые или другие академические произведения, так и что-то основанное всего на нескольких инструментов. Для оркестра здесь хватит точности прорисовки и воздуха, а для чего-то попроще веса, насыщенности и глубины. То есть, что бы вы ни включили, плеер отработает со всей возможной тщательностью и максимальной экспрессией. Конечно, это далеко не топ, но поет аппарат просто сногсшибательно, да и во всем остальном гораздо дороже своего ценника. Итогом Hi-Res аудиоплеер Shanling M0 Pro буквально взорвал мне мозг. Я уже не думал, что когда-то смогу испытать такой восторг от бюджетного устройства. По плюсам аппарат просто сверхкомпактный, удобный, с терпимой автономностью, умеет работать как непосредственно плеер, ЦАП, сам выступать в качестве источника к ЦАПу, а также все возможные варианты подключения по Bluetooth, причем с использованием AAC и LDAC кодеков. Замеры тут, как вы уже видели, отличные. Есть удаленное управление со смартфона посредством SyncLink, целая куча полезных настроек и просто потрясающее, как для такого малыша, звучание. Сочное, драйвовое и просто сверхмузыкальное. В общем, синергия всех наработок компании Shanling. Все безупречно четко, с правильным весом, отличной прорисовкой, приятно обволакивающим басом, взрывными эмоциями и, на удивление, прямо серьезным таким характером. Не убийца топов на свой сегмент, он рвет как тузик грелку. Однако, повторюсь, вся эта вакханалия присутствует только с переходником на баланс. С обычного выхода 3,5 мм модель, конечно, тоже неплоха, но далеко не так крута, как с 4,4 мм. Аппарат просто космос. Первый за долгое время плеер, который меня реально удивил. Однозначно брать, но с переходником на баланс и фирменным чехольчиком. А на этом у меня все. Это был портативный аудиоплеер Shanling M0 Pro. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!